Тоже можно посмотреть. Всем привет! Следующее мое путешествие, в которое я сейчас отправляюсь, это Эдинбург, Шотландия. Возможно, прокачусь еще немножко по стране, но пока не знаю. Говорят, что в Эдинбурге есть много чего посмотреть. Улетаю из Барселоны рейсом Ryanair из терминала 2. Друзья, сейчас лето, компании перегружены, и в Ryanair в одну очередь стоят все рейсы. Поэтому немножко набирайтесь терпения. Но очередь идет достаточно быстро. И летом есть задержки. То есть, скорее всего, мой рейс немножко задерживается. Но ничего страшного. Ну что, полетели? О Шотландии можно рассказывать бесконечно. О ее культуре, истории, интересных событиях, о кровавых моментах, о очень спокойных и радостных, особенно в эпоху Просвещения. Оказалось, что на путешествие по Шотландии не хватит и недели, и, соответственно, моих рассказов. Но в своем видео я постараюсь очень коротко донести до вас всю самую нужную и интересную информацию. Подписывайтесь на мой канал. С вами Галя Карен. Это очень важно для развития моего канала. А вы будете получать уведомления. И что еще хочу добавить, что сейчас Шотландия – это часть Великобритании, но очень много было связано в истории Шотландии именно с Великобританией, как сопротивлялась Шотландия завоеванию. Часто происходили войны, то шотландцы выигрывали, то наоборот проигрывали. Но сейчас это уже часть истории. Очень интересно, что на улицах Эдинбурга можно встретить людей, которые вот так расположились и работают на открытом воздухе. Вообще люди здесь удивительные. А рядом с местечком Саус-Бридж находится небольшая кофейня, где когда-то Джоан Коллинз писала свои несколько глав из Гарри Поттера. Зашла я все-таки в это кафе, где писались отдельные главы Гарри Поттера. Так как Эдинбург достаточно дорогое место, я все-таки днем предпочитала просто перекусывать. Я взяла себе сок, кофе и какую-то веганскую плюшку, и это у меня получилось 9 евро. Но кафе достаточно симпатичное, персонал очень дружелюбный, впрочем, как и практически все шотландцы. А это университет Эдинбурга, построенный в конце 18 столетия архитектором Адамом. Это был Роберт Адам, целая семья работала в Эдинбурге, но купол уже достраивался значительно позже. А это роскошный зал университетской библиотеки. Попасть сюда очень сложно, а если и получается, то обязательно нужно записаться как гость. В библиотеке есть название Playfair Hall. Это имя архитектора, который достраивал потом купол. Холл наполнен бюстами известных людей. Например, это Симпсон, человек, который изобрел хлороформ, первую анестезию. И первая анестезия применялась при родах королевы Виктории.
Итак, подводя итоги моей прекрасной прогулки по дворику университета, следует сказать, что сам университет Эдинбурга был основан в 1583 году. Кампусы разбросаны по всему городу, в результате чего Эдинбург можно считать университетским городом. Этот корпус университета, в котором я сейчас нахожусь, был построен в конце XVIII века архитектором Робертом Адамом в стиле неоклассицизма. Но, мне кажется, есть легкий налет архитектуры Ренессанса. Вот купол сзади меня очень напоминает купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Позже он был достроен и чуть-чуть перестроен. Вот часть купольная была достроена архитектором Плейфайером. Это один из ключевых застройщиков Эдинбурга. Мне удалось попасть в библиотеку, что нечасто получается, она не всегда открыта. В университете в свое время учился Артур Конан Дойл, автор знаменитого Шерлока Холмса, и писатель Стивенсон. Стивенсон, кстати, был из династии инженеров. Национальный музей Шотландии. Здесь вы можете познакомиться с культурой, наукой и историей страны. Объединяет два здания, две эпохи. Одно здание принадлежит к концу 20-го столетия, и второе здание викторианской эпохи с налетом итальянского ренессанса. Большинство музеев бесплатные в Шотландии, в Эдинбурге в том числе, но они закрываются достаточно рано, в 17 часов, без исключений, без специальных дней. Восхищает центральный холл музея, выполненный в стиле модернизма. Когда начинается эпоха модернизма в архитектуре и в искусстве, используются новые материалы – бетон, стекло. И это позволяет делать более легкие, изящные конструкции, увеличивать пространство, увеличивать окна, делать выносные балконы. Кстати, об этом подробно рассказываю в своей экскурсии «Эшампль. Сердце Барселоны. Сердце модернизма». Записывайтесь, и все данные есть на моей страничке. Эта конструкция позволяет использовать новые материалы не только для несущих целей, не только для именно утилитарных целей, но и создавать красивые ажурные конструкции. Не правда ли, немного напоминает произведение Эйфеля в Париже? В конце 19-го, начале 20-го столетия в моду входит увлечение Востоком. Это может быть страны Туниса или Марокко, это может быть страны Азии. И производители пользуются этим, создавая вот такие вот причудливые вещи для украшения, для декорирования помещений, беседок, ландшафтного дизайна. И вот здесь мы видим один из таких примеров, хотя он был создан в Шотландии. Семья писателя Стивенсона принадлежала к инженерной династии. И здесь мы видим осветительную часть маяка. В основном семья создавала свет для маяков. А с этой стороны можно посмотреть на печатный станок, который отправился в Колумбию, одну из колоний Британии, и затем по каким-то причинам вернулся назад. Сейчас это экспонат музея. Посмотрите, прям произведение искусства. То есть раньше предметы все-таки, помимо того, чтобы быть минималистичными и лаконичными, представляли еще собой украшения и произведения искусства. Недалеко от печатного станка можно посмотреть, как выглядели отопительные приборы, батареи викторианской эпохи. Посмотрите, какая красота. Опять же, повторюсь, что предметы были созданы не только для утилитарного использования, но представляли собой произведение искусства. В музее Шотландии много всяких интересных штучек. Например, это кусочки метеорита. Вы не можете потрогать их руками, их обязательно нужно трогать в перчатках, для того, чтобы просто их не испортить. Поэтому их нельзя трогать руками. И все они из разных материалов. Вот этот желтый, например, когда упал метеорит в пустыню, он так нагрел песок, что песчинки спрессовались в отдельный камень. В Шотландии каждое второе изобретение принадлежит эдинбуржцу. За маисственную памятник Джеймсу Уатту, механику, изобретателю, ученому.
Он усовершенствовал паровую машину. Его именем названа единица мощности ватт. И также он изобрел первую единицу мощности – лошадиную силу. В музее очень много всяких интерактивных вещей, наслаждаются и взрослые, и дети. Овечка Долли – клонированное существо, прожила 6 лет, смогла родить потомство, но потом ее организм не справился с инфекцией, так как живой организм может приспосабливаться к изменениям, искусственный оказалось, что не всегда. Но это было очень важным экспериментом, это первый шаг на пути выращивания органов для трансплантации. Интересно, в музее представлена история Шотландии. Так, например, с конца 3-4 тысячелетия до нашей эры, примерно по 6-7 век нашей эры, территорию современной Шотландии населяли племена пикты, которые не имели своей письменности. И вот они оставляли такие послания на камне, а истории передавали из уст в уста друиды, которые запоминали все-все-все истории. От многих народностей пикты отличались тем, что воевали абсолютно обнаженными, и их тела были сплошь покрыты татуировками. А это вход в Национальный музей Шотландии со стороны викторианской его части. Свернув с шумной улицы, можно натолкнуться на вот такой милый дворик. И Эдинбург открывается сразу же с другой стороны. Чудесная панорама города, открывающегося с разных сторон, преображает Эдинбург и делает его настоящим волшебником. Молодой 23-летний архитектор Джеймс Крейг в середине XVIII века, когда проектировал новую часть города, думал о его прозрачности. Что это значит? Чтобы улицы открывались так, что можно было увидеть залив, и с другой стороны улицы увидеть горы и базальтовые породы. С высоты Эдинбургского замка открывается прекрасный вид на залив. В дорогом отеле Балморал Джоан Роулинг написала свою последнюю главу Гарри Поттера. Она сбежала от всех домашних и решила, что последний том она способна и может себе позволить написать в дорогом отеле. Кстати, эти часы спешат на 2 минуты. Весь город Эдинбург построен практически на лаве, которой 60 миллионов лет. Именно она сформировала структуру современного города. Дорога в замок тоже достаточно древняя, 15 века. То есть, когда было уже в ходу огнестрельное оружие, дорогу вымостили вот таким камнем, чтобы провозить пушки. Вот она, это древняя базальтовая порода. Не пробить ее ничем.
Сейчас все ждем, когда пушка начнет стрелять. В час дня проверяется время точное. И это делается именно в час дня, для того, чтобы не тратить порох, если это 12 часов дня. Ждем. Жаль, что я не успела, потому что, говорю, это произошло очень неожиданно. За моей спиной находится часовня Святой Маргариты 1124 года. Королева Маргарита была позже канонизирована в ранг святых. Почему? Потому что она очень много сделала для развития Шотландии, для культуры, для просвещения. И Маргарита имела славянские корни. Она была внучкой Ярослава Мудрого, князя Киевского. С высоты холма Эдинбургского замка открывается потрясающий вид на город, на новый город и на залив. Считается, что за заливом жили древние племена. Эти пушки — гордость Шотландии. Шотландский полк принимал участие в наполеоновских сражениях, в битве при Ватерлоу, поэтому шотландцы очень гордятся своим оружием. Это частично восстановленный замок. Теперь это музей. Несколько комнат восстановлены для посещения, так как он мог выглядеть при наличии в нем королевской семьи. Одно из помещений на территории комплекса Эдинбургского дворца, которое используется для проведения мероприятий. Достаточно гармоничное по дизайну. Ежегодно в конце лета в Эдинбурге проходит театральный фестиваль. Сюда съезжаются театры со всего мира. Устраиваются шоу на Королевской миле. Если вам понравился кусочек шоу, который показывают театральные коллективы, вечером вы можете прийти и посмотреть полноценный спектакль. А это дворик Духовной академии с памятником Джону Ноксу, протестанту, который довел до слез саму Марию Стюарт. И немножко чуть-чуть портит внешний вид постройка декорации, но это уже город готовится к театральному фестивалю как раз. В высокой башне псевдоготического стиля находится офис всех фестивалей в Эдинбурге, и это самая высокая точка города. Самый характерный архитектурный стиль для Эдинбурга – это баронский стиль. Что это значит? Это когда много деталей, и каждый старается добавить к своему дому что-то еще. Сделать какую-то пристроечку, какую-нибудь башенку, трубу поставить. И вот это вот все обилие деталей, но достаточно гармонично, называется баронским стилем. Кстати, это резьба по камню. И также характерная вещь – это вот такие вот узкие улочки, закрытые, которые можно очень часто встретить в городе. Конкретно вот это выходит на Королевскую милю. За моей спиной, вот на этой улице, тоже можно посмотреть, как выглядит баронский стиль в целом. В эпоху просвещения Эдинбург наводнили разнообразные клубы, покерные клубы. И, как правило, в них шли горячие беседы
Как правило, в них шли горячие беседы обо всем, об истории, о культуре. И один из таких клубов находился на улице, на которой я сейчас нахожусь. Назывался Cape Club. Здесь присутствует некая связь с колониями, Кейптаун, например, потому что в свое время существовала мощная экспансия Великобритании во всех направлениях. Но этот клуб сейчас в данный момент не существует. Там любил бывать Кокберн. Это архитектор, автор новой части города. Кстати, улица названа по имени этого архитектора Кокберн. Так как с середины XIV века существовал мощный союз Шотландии и Франции, и также правящая корона с XV века были французы, конечно же, это не могло не отразиться на архитектурном стиле. Поэтому очень многие дома имеют налет французского стиля. Вот, кстати, Close – это типичное название для таких маленьких улочек. То есть название улицы, и к нему обязательно прибавляется close. И здесь можно спуститься вниз. Или с другой стороны подняться куда-то вверх. И, кстати, эти эдинбургские клозеты вдохновили в свое время Джоанну Роулинг на написание Гарри Поттера. Это очень характерные места для Эдинбурга. Идешь, и вдруг внезапно видишь вот такую вот маленькую узенькую улочку. Пожалуй, нигде в мире я больше таких не видела. С вами Галя Карен. Подписывайтесь, не забывайте подписываться на мой канал. Это очень важно для развития моего канала, и вам будут приходить уведомления о новых видео. Каждый клозет в Эдинбурге имеет свое название по имени владельца или какой-то выдающейся личности, которая здесь жила. А это небольшой номер в отеле. Ну, в принципе, здесь есть все. Здесь есть чайник, можно попить чай, кофе. Очень удобно. Но берите с собой адаптеры, потому что в Великобритании, частью которой является Шотландия, розетки иные, не такие, как в Европе. В ванной комнате все очень компактно и удобно. В общем-то, для одного человека вполне себе. Тут поместились все мои многочисленные крема. Завтрак в моем отеле оказался достаточно разнообразным. Это буфет и большой выбор всего. Кстати, я забыла добавить, что это КМ отель и апартмент. Сегодняшний мой день посвящен вылазке за город. Едем на высокогорье и на озеро Лох-Несс. Я взяла туристический автобус, но, к сожалению, здесь на самом деле гиды в основном на английском языке. То есть сложно найти гида на русском языке автобусного, на испанском. Ну, можно, конечно, поискать. Также в Эдинбурге есть индивидуальные экскурсии, но они стоят достаточно дорого. Так как Шотландия – это страна виски, тут даже есть мороженое виски. Я буду пробовать. 5 евро. В этом милом городочке достаточно прохладно. Сзади меня в кафе наша замечательная девушка-водитель. Рокерша, очень модная, вся в татуировках и интересный гид. А я сейчас попробую позавтракать в этом кафе.
Сейчас я нахожусь на знаменитом шотландском озере Лох-Несс, которое образовалось в результате разлома тектонических пород. Очень длинное, глубокое, узкое. Оно соединяет две части Шотландии, является частью канала, который соединяет два побережья Шотландии. По легенде, здесь жили таинственные существа. Первое упоминание о таинственном существе приходится на... Об этом первый раз упомянули пикты, которые поселились здесь в IV веке до нашей эры. Пикты — это те самые знаменитые воины, татуированные, которые воевали обнаженными. И они придумали историю о таинственном злобном водяном духе в виде лошади. Уже чуть дальше и позже все это трансформировалось в легенду о змееподобном и даже динозавроподобном существе. Скорее всего, таким образом племена, населявшие эту местность, пугали детей, чтобы они не подходили к воде, или отпугивали завоевателей своих земель. То есть вот существует такая легенда. Озеро образовалось в результате разлома тектонических пород. И оно очень длинное, глубокое, узкое, вода мутная, потому что земля торфяного происхождения. Также оно является частью Каледонского канала, которое соединяет западное и восточное побережье Шотландии. Памятник De Commando Memorials, памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны, шотландским вооруженным силам, был открыт Его Величеством королевой Елизаветы в 1952 году. Сегодня получилась замечательная прогулка вне Эдинбурга на туристическом автобусе по долинам, по городочкам, по озерам Шотландии. Заехали на озеро Лох-Несс. Сейчас я нахожусь в долине Гленка. Раньше здесь был вулкан. Это высокогорная часть на западе Шотландии. Очень красивая, с дикой природой. Ее еще воспевали Роберт Бернс и Вальтер Скотт в своих произведениях. Ну, еще одно местечко в долине Гленка. Очень милое получилось путешествие. Одно за другим сменяли разные состояния погоды. То дождь, то проливной дождь, то солнышко. Поэтому получилось все очень даже достойно. Кстати, о погоде в Эдинбурге. Берите с собой какую-то теплую вещь, зонтик, головной убор, потому что мне захотелось вернуться в отель, переодеться в шорты. Через 5 минут захотелось надеть теплую вещь. Может пойти в любой момент дождь, причем проливной, ливень. И буквально через 10 минут выглянуть яркое солнце, и снова станет жарко. Погода непредсказуемая, поэтому лучше с собой иметь все. Национальная галерея Шотландии функционирует с середины XIX века. Здесь присутствует богатейшее собрание живописи со всего мира, эпохи Возрождения, эпохи импрессионизма и постимпрессионизма. Вход в галерею бесплатный, как я уже говорила, в большинство музеев, и работает она каждый день до 17 часов.
Несколько залов галереи посвящено эпохе Возрождения. Вот как, например, Сандро Боттичелли, и рядом с ним находится картина Леонардо да Винчи. Легко узнаваема техника этих двух великих мастеров. Боттичелли слегка декоративен, и классик-классик, реалист Леонардо да Винчи с идеально прописанными передними и задними планами. Рафаэль с его знаменитыми Мадоннами. В чем отличие готического искусства от искусства Ренессанса? Искусство Ренессанса уже использует правильные пропорции тела. И готическое искусство, хотя это тоже 15 век уже, в котором жил и работал Рафаэль, если вы увидите, еще не совсем правильные, слегка вытянутые пропорции тела, и младенцы прописаны как взрослые, но с уменьшенном виде. То есть, скажем так, художники эпохи Возрождения, они вернулись к культу человеческого тела, к его правильным пропорциям. В галерее достаточно лаконично, но информативно представлен Тициан. Это художник разных стилей. Обратите внимание, вот здесь он пишет в том же стиле, что Рафаэль и Леонардо да Винчи. Далее, более характерная для него манера – это яркие краски и прописанные складки. И вот здесь, если не знать, что художник работал в середине XVI века, можно подумать, что это уже преимпрессионизм. Свободная манера достаточно. Не стоит ограничиваться только просмотром картин всемирно известных художников. В галерее прекрасно представлена фламандская школа, также очень много других художников эпохи Возрождения, но это уже другая история. Это тема отдельного видео. Зал, посвященный интернациональному искусству. Посмотрите, как уже претерпело изменение искусства в середине 19 столетия. То есть уже вот это вот сэр Фрэнсис Грант, шотландский художник, посмотрите, как он уже иначе обращается с мазком и так далее. В этом столетии, в середине этого столетия, искусство становится более народным, изображаются более простые сцены. Это не только светское искусство, не только изображение царственных особ, это уже обращение к жизни простого человека, бытовые сцены и так далее. Два зала галереи посвящены импрессионизму, и один из залов полностью посвящен пейзажу. Дело в том, что импрессионисты вдохнули новую жизнь в пейзаж как таковой. Долгое время художники работали в мастерских, делая эскизы на открытом воздухе, и затем заканчивали работу в своей мастерской. Но импрессионисты возвели этюдную живопись в ранг самостоятельной. Вот, например, малоизвестный, не так известный пейзаж Клода Моне. Дальше несколько работ Камиля Писаро, работа Альфреда Сисле, «Узнаваемая его рука». Камиль Писаро. Посмотрите, как этот пейзаж Камиля Писаро отличается от того, только что мы видели. Здесь такой, скажем так, промежуточный этап между импрессионизмом и реализмом, но выполнено с огромным профессионализмом. А это второй зал под названием «Французский модернизм», потому что здесь собраны работы не только импрессионистов, но также постимпрессионистов, таких как Ван Гог, таких как Сезанн. Здесь находятся работы Сислея, Клода Моне. Об этом я подробно рассказываю в своих живых экскурсиях в Музей национального искусства Каталонии и в Музее Кау-Феррат в Сиджесе о модернизме и импрессионизме. Приходите. И ниже в описании ролик, посвященный Клоду Моне. А это работа Берте Моризет, одной из незаслуженно забытых художниц, одна из великой семерки импрессионистов. Вот такую вот красоту
Можно приобрести в кафе-музее за 8 фунтов. Чай с молоком и кусочек тортика. Примерно в 10 минутах езды от Эдинбурга находится замок Крейг-Миллер, принадлежавший в свое время фамилии Престон. Этот замок долгое время считался оборонительным и защищал Эдинбург. Первые упоминания о нем и первое строительство произошло в XIV веке частично. Остальные части были достроены уже в XVI веке. И здесь приятно побывать и избежать от городской суеты. Замок расположен в красивейшем месте, недалеко от моря. Это патио замка. Посмотрите, какой шикарный вид. Сейчас это милые с большим количеством зелени развалины. Эта пристройка была добавлена примерно в 1500 году, то есть считается новое здание. И вот это вот самая-самая старая часть замка, примерно 1374 год. Это башня, на которой стражники обозревали окрестности и защищали Эдинбург. Место интересно посетить с детьми тоже. Тут даже есть места, где ваши дети могут немножко поиграть и представить себя рыцарями и королями. Слушайте, ну честно вам скажу, видимо, люди в ту эпоху были не очень высокого роста. Я со своим 1,70 м с трудом могу подняться. Почти упираюсь в потолок. История этого замка такова, что он был подарен королем Робертом II семье Престон в 1374 году в обмен за верную службу. Самым известным персонажем, который когда-либо останавливался в этом замке, была королева Мария Стюарт, Мария I. Она здесь отдыхала и восстанавливалась после болезни, 1566 год. Но в это же время вельможи правящего круга решили избавиться от ее мужа, лорда Дарнлей. И Мария так за свою жизнь и не смогла оправдаться, что она не принимала никакого участия в этом процессе. В 1660 году сэр Джон Гилмор покупает замок у семьи Престон. Семья Гилморов была писателями, адвокатами, и они переделывают замок, чтобы сделать его более комфортабельным. Именно в это время появляются новые пристройки. Сейчас замок часто используется для съемок известных сериалов и фильмов. В этой моей поездке в Шотландию мне очень повезло с погодой. Конец июля, прохладно, можно сбежать от жары жарких стран, ну, например, из Барселоны. И мне очень повезло, что практически не было дождей. Одно маленькое замечание по поводу культуры и жизни в Эдинбурге. Я обратила внимание, что днем кафешки с верандами, и так же, как в Испании, переполнены. Но чуть наступает вечер, все веранды сворачиваются, и после 10 часов вся жизнь переползает в пабы. И если испанцы — это люди, которые, можно сказать, живут на улицах, они предпочитают сидеть допоздна на верандах, чем в помещении, то здесь люди все кучкуются в пабах. Видимо, это все-таки связано с погодой, с климатом и так далее. Но в каждом пабе практически играет живая музыка. То есть шотландцы очень музыкальная нация.
Даже днем на центральных улицах звучит очень много музыки. Собор Святого Жиля или Джайлса находится в самом центре Королевской мили и является украшением Эдинбурга. Почему, собственно, Жиля? Французское название. Дело в том, что Джайлс, святой Джайлс, Жиль, покровитель Эдинбурга, изначально был по происхождению французом. С Францией история Эдинбурга и Шотландии очень тесно связана, ведь правящая долгое время королевская династия Стюартов была по происхождению из Франции. Первое упоминание о соборе предположительно считается XII век. Но это не точно. Собор многократно перестраивался, горел и претерпевал различные изменения. Но по своей красоте действительно украшение Эдинбурга. Собор выполнен в готическом стиле, это ранняя готика, которая господствовала в Европе несколько веков. И последний этап готики – это пламенеющая готика, когда основное внимание уделялось деталям. Все соборы Европы, выполненные в готическом стиле, выглядели немного по-разному, но у них есть общие черты, такие как высокие стрельчатые окна с витражами, такие как стремящиеся ввысь башенки и богато украшенные порталы. Порталы в основном изображали библейские сцены, сцены из каких-либо сражений, то есть барельефы были просто необыкновенной красоты. Мы всегда входим с западного портала, очищаемся и выходим к восточному порталу. То есть восточный портал символизирует Иерусалим. А это часовня ордена Чертополоха, очень древний орден. Чертополох – это символ Шотландии. Часовня сама построена в 1911 году известным эдинбургским архитектором Лоримером. И, как правило, орден собирается, решает исторические вопросы, духовные вопросы. То есть это больше вопрос ментальности. И когда мы видим, что у каждого места есть свой герб, когда рыцарь умирает, его герб автоматически опускается вниз. Джон Нокс – основатель шотландской пресвитерианской церкви, то есть ярчайший представитель протестанства. И это человек, который смог довести королеву Марию Стюарт до слез. Здесь он частенько читал свои проповеди. Глядя на этот прекрасный потолок, кажется, что здесь ненадолго побывал Гауди. Шотландия состоит из легенд, мифов, переплетено это все с историей, из рассказов Вальтера Скотта. И вполне возможно, но это не точно, что именно на этом месте, когда здесь располагалось кладбище, здесь похоронен Джон Нокс. Монумент Меркат-Кросс, находящийся на Королевской миле, обозначает процветание торгового города и венчает его фигурка единорога. Единорог, так же как и чертополох, является символом Шотландии. Чуть дальше находится памятник философу Адаму Смиту. Правда, что в Эдинбурге, куда ни повернешься, везде можно увидеть памятную табличку, памятник кому-то. Очень знаменательное место. Поэтому город наполнен красотой, культурой и историей. А я пойду дальше прогуляюсь по Королевской миле.
Королевская миля – это основная ключевая улица Эдинбурга, которая соединяет между собой Эдинбургский дворец и Холерудский замок. И здесь находятся основные достопримечательности Эдинбурга. Посмотрите, какая это красота. Вообще город удивительный, красив в любую погоду. И немножко в пасмурную, и в солнечную особенно. Небо очень-очень светло-голубое. За моей спиной находится Белый дом. Здесь поселился глава протестантской церкви Джон Нокс. И в свое время эти домики были очень характерны для XVI века. Слева от Белого дома, от бело-коричневого дома, находится другой старинный дом. Там жил Даниэль Дефо, автор Робинзона Крузо. И по кладке видно, насколько этот дом старинный. Вот, например, вот этот весь обед с имбирным пивом, со вторым блюдом. Вода, кстати, бесплатна практически во всех заведениях, потому что воду можно пить из-под крана, поэтому за нее денег не берут. Обойдется мне примерно 18-19 фунтов стерлингов. То есть вполне себе приемлемо. В центральной части города находится здание шотландского парламента. После проведения конкурса архитектор был выбран, и это каталонский архитектор Энрик Миральес. Но все по порядку. Дело в том, что Шотландия объединилась с Англией в 1707 году, и парламент стал общим. Но после проведения референдума в 1997 году было решено сделать отдельный парламент Шотландии. И здание должно было вписываться в окружающую среду, потому что рядом находится Холерудский парк, гора Трон Артура. И поэтому была необходимость вписать его в окружающий ландшафт. Был проведен конкурс и был выбран архитектор. В здание можно попасть совершенно бесплатно, даже во время заседаний. Но сегодня выходной день, не получится. Говорят, что в холле есть коллекция искусства и скульптур, на которую также можно посмотреть. Рядом с парламентом и горой Троном короля Артура находится Холерудский дворец. Изначально это было аббатство, построенное в XII столетии. Позже стало любимой резиденцией королей династии Стюарт. К сожалению, не смогу показать его изнутри, я немного припозднилась. Дворец работает до 18. И это мой последний день пребывания в Эдинбурге. То есть чуть-чуть могу показать его снаружи. Рядом с Холерудским дворцом находится очень интересное для посещения место – Трон короля Артура. Это холм высотой 251 метр. Когда-то здесь находилось жерло действующего вулкана, примерно 350 миллионов лет до нашей эры. Было найдено поселение людей, 600 год до нашей эры. И почему его связывают с именем короля Артура? Возможно, предположительно, здесь находился замок Камелот, где он собирал своих рыцарей. Сейчас это смотровая площадка и достаточно легкий трекинг-маршрут, но я вам рекомендую одевать хорошую обувь, правильную, потому что, в принципе, можно подскользнуться. Туда может подняться и ребенок, и пожилой человек, но лучше все-таки
одеть правильную обувь. И можно с горы, с разных точек поснимать, насладиться видами, действительно очень красиво. Кстати, в Барселоне я провожу не только экскурсии, но и легкие трекинг-маршруты по горам, по лесам, по небольшим городочкам. Записывайтесь, обращайтесь. Но оно того стоило подняться сюда. Заканчивается моя замечательная поездка в Шотландию. Лечу домой. Прекрасные, отзывчивые люди, вкусная еда, отличная природа, много всего интересного и красивого. Обязательно сюда вернусь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, уведомления. Мне это очень важно. И пишите в комментариях, что еще хотели бы вы увидеть, про какого художника, про какой музей, в какой стране, какую страну. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся.